Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Меня зовут Олег, и со мной в эфире Андрей Хмельницкий. Пожалуйста, Андрей. Добрый день, зрители канала, и добрый день, Олег. Мы запишем сегодня лекцию про, можно сказать, сегодняшняя лекция у нас будет посвящена физике, можно так Мгм. сказать, в чистом виде. Причем физике за 6 класс со средней школы. Ух Вот, ты. что мы изучали когда-то. Ну, в общем, смотрите, вот 4 глава, потом вот 3 глава Бхагавад-гиты. Очень много внимания дается вопросу, что такое действие, что такое работа. Мгм. Вот, потому что на вот этих вот законах физики основан весь процесс. То есть поскольку мы являемся энергией, то значит, это вот энергия, которая как бы и наша собственная энергия, то есть духовная энергия. И все, что мы здесь имеем материального, то есть то, что нам Господь выделил как нашу квоту для надлежащего применения, вот, для нашего духовного роста. То есть особенно вот эта вот вторая половина, вот эта энергия, которая используется, то есть она должна применяться по назначению. Потому что когда мы в духовном сознании, в ясном сознании находимся, то нам не нужно оказывать воздействие на наше сознание, то есть выправлять его, исправлять. Вот оно и так ясно видит, ясно понимает все, и как бы и вот это вот сознание. То есть процесс уже идет. И мы добросовестно исполняем свои обязанности в любви и доверии, без всяких сомнений. А здесь в материальном мире мы постоянно вот попадаем в какие-то неловкие ситуации, и вот эти неловкие ситуации мы сами же и создаем. Вот. И в первую очередь мы забываем о вот этих вот законах физики. И поэтому, начиная с Бхагавадгиты, вот, вернее, с введения Бхагавадгиты, Прабхупада говорит очень четко, что 5 существует вещей, вот этих основных тем, топиков, главные темы, которые приводят к конечным выводам, правильным выводам, то есть изучение 5 тем. И вот как раз 2 темы – это такие первостепенные темы, это кто такой Бог, наука о Боге дается, Мгм. наука о взаимоотношениях со Всевышним. Вот. Второе – это что такое душа, какое мы вот в этой системе субординации, то есть функциональное подчинение, то есть не просто какая-то иерархия, да, а иерархия, она выстраивается, а здесь это именно более точное слово субординация есть. И мы в этой системе субординации занимаем вечное подчиненное положение такое. Но не пренебрегаемое положение, а вот именно положение такое, соответствующее нашим функциям, нашей ответственности. Как вот, например, ну вот вы работаете где-то в какой-то компании, и там есть какой-то большой начальник, потом есть какой-то начальник поменьше, и функционально вы, чтобы выполнять, то есть на каждого возложена какая-то ответственность в зависимости от его каких-то квалификаций, способностей, умений. Вот, и поэтому функционально один подчинен другому. То есть, чтобы принять какое-то решение, ты должен просто обратиться, ну, такое, которое выходит за рамки твоей компетенции, ты должен обращаться к кому-то более высокому. Так же и здесь. И вот этот вот более высокий, он определяет твои обязанности, что ты и как ты должен делать. Вот. Как относиться к своей работе. Он тебя обучает, тренирует тебя. Вот. Потом, что там еще? Третья такая вещь, это материальная природа, четвертое время и пятое деятельность, карма. Вот 5 основных таких вот этих элементов, о которых говорится в Бхагавад-гите. И вот, чтобы разобраться, как действует духовная энергия, то есть даже не разобраться, а вспомнить, потому что мы всегда об этом, это уже в нас навечно встроено все уже, да, в душе встроено все. Правильное исполнение, правильное отношение. Вот. Но когда мы попадаем в материальный мир, наше сознание меняется, вот, и мы начинаем об этом забывать. И вот как раз и говорится, вот я говорил вот это вот слово знаменитое «кондиционировать».
Вот тут не так давно, вот я был разговор у меня где-то, может быть, несколько дней назад. Ну, просто такой разговор с обычным человеком. Мгм. И как-то я понял так, что это подсказка такая соответствующая. Вот это слово кондиция. Кондиция это означает условия, которые ты кому-то выдвигаешь, ты сам. То есть условия это тебе могут эти условия поставить кто-то, то есть свою кондицию. То есть для него это будет кондиция, а для тебя это будут условия, да? Вот Мгм. так правильнее сказать. И поэтому, когда вот люди используют слово обусловленный, вот не понимая вот точного смысла, я уже говорил, что это слово первое означает вызванное чем-то, то есть говорят, что вот эти вот там события были вызваны каким-то ураганом, то есть то, что вот это вот наводнение Мгм. какое-то произошло, то есть как такую причинно-следственную связь обусловлено что-то чем-то. В основном это главный смысл этого слова обусловленный. А второй второстепенный смысл, что кто-то тебя, как говорится, повесил на тебя что-то, да? Кто-то повесил, не ты сам, а кто-то на тебя повесил, другой. Вот Мгм. когда говорят обусловленные души, и поэтому вот это вот начинает, что вот материальный мир является тюрьмой, неверное представление. Как любящий Бог может тебя в тюрьму посадить, да, вот, то есть вопрос сразу же возникает для таких вот специалистов. Так вот, слово кондиция, это означает, что мы предъявили Богу, да, и тогда слово кондиционированный означает подчиненный собственным условиям или скованный, или закрепощенный собственными условиями. Это как вот этой сказки про вершки и корешки. Или вот, например, вот эта история с Махабхаратой, да, когда Мгм. недобросовестные люди, да, Куравы, и особенно Шакуни, они пытались все время вот поставить какие-то условия и подчинить этим условиям, когда вот они обязали вот играть вот игру, да. И причем это вот очень хорошо прописано в Бхагавадгите с самого начала, да, что они не должны были, и вот и то же самое, вот эта вот кондиционированность, что кто-то тебе навязывает, то есть вот это не, даже точнее обусловленность, вот это, что кто-то тебе навязывает эти условия со стороны, и ты принимаешь эти условия. Вот, потому что ты на самом деле скован своими условиями, которые ты уже как бы там сотворил, сам себе сотворил, неверные, неправильные Мгм. условия. Мгм. Вот, и поэтому, когда человек кому-то выставляет условия, он сам становится условием. И начинает вот этот срабатывать механизм тогда, срабатывать механизм, что ты сам себя, как говорится, загнал в тюрьму, да, сам себя добровольно. Мгм. Благодаря своим условиям сказал, я хочу вот жить в таких условиях. Кришна, дай мне условия. Я хочу, самое главное условие, я хочу без тебя жить, да. Вот. Мгм. И раз так, он тебе говорит, пожалуйста, вот. И сразу же ты переключаешься в такой вот режим жесткого контроля со стороны вот этих вот модусов природы, да, так называемых режимов природы. То есть материальная природа сразу включает определенные режимы, которые соответствуют твоим условиям, твоей кондиции. Они тебя вот как бы под твое желание, они тебя подгоняют. И как раз вот недавно мы тут разбирали стихи из Бхагавадгиты, там где-то 4, там 16, 17, 18, вот эти вот стихи о том, что такое действие, как раз, что такое работа. Если внимательно посмотреть, там еще в синонимах, пословный перевод так называемый, там уже, если внимательно посмотреть, там используются разные слова, вот эти вот, которые люди вот, не понимающие, они берут просто и переводят, ну, не совсем правильно. То есть там говорится, что нужно научиться понимать, нужно научиться понимать. То есть несколько раз повторяется, что какую нужно делать работу или какое нужно совершать действие, что является действием. То есть вот именно вот проводится различие разными Мгм. словами. Даже на санскрите эти слова по-разному звучат. Вот и теперь мы переходим к самому главному после вот такого вступления. То есть это вот кондиционированное, когда ты сам загнал себя в угол. Вот так можно и трактовать. То есть своими условиями, которые ты сам и создал. Вот это является как бы краеугольным камнем, то есть первопричиной, почему ты здесь оказался.
Вот и почему ты отсюда никак уйти не можешь, да, то есть в таком, в неестественном положении находишься и никак отсюда не можешь уйти. Из-за вот этого состояния кондиционирования, закрепощенного состояния. И тогда вот это слово мокша тоже, когда ты понимаешь, что такое кондиционированный, то есть и слово мокша означает освобожденный. Освобожденный. От чего ты освобожденный? Ты еще здесь находишься, в материальном мире. Тебя еще не освободили из тюрьмы, как ты считаешь, да? Вот. Мгм. Ты освобождаешься от вот этих вот кондиций, от собственного закрепощения себя. Вот и все. То есть Кришна тебе говорит, пожалуйста, вот она дверь, вот она стандартная практика, которой тебе нужно следовать. И тогда ты отсюда выйдешь. Вот и все, избавишься от вот этих проблем всех, которые тебе вот эти вот кондиция твоя дает тебе неверный результат. Ну и вот, значит, теперь определяем, что такое действие, что такое работа. Это Мгм. вот деятельность, она вся наша складывается из двух вещей. Действие и работа. Я в прошлые разы не совсем правильно говорил, что действие – это векторная величина. Нет. Как бы пришлось тут покопаться, разобраться. И на самом деле и действие, и работа – это скалярные величины, то есть это количественные величины, которые тебе как бы помогают. Это как бы две части одного и того же процесса управления, регулирования. Так вот, в чем разница между действием и работой? То есть действие, оно корректирует, вектором является сознание фактически. Вот. Поэтому действие, оно корректирует направление вот этого сознания, направление, действие. А работа, оно, то есть воздействие, которое, ну, как вот руль в автомобиле. То Мгм. есть ты прикладываешь усилия к этому рулю для чего? Для того, чтобы изменить курс движения. Вот точно так же вот это вот воздействие на сознание, правильное воздействие на сознание, зная вот эти все законы физические, ты таким Мгм. образом поворачиваешь это сознание на главную вот эту вот цель. И потом уже после этого отдавишь педаль газ. Вот. То есть ты должен сначала ясно видеть цель. И вот эта работа, это слово, которое является ну, таким ключевым для понимания, что такое вот именно. Потому что эта работа, это тоже вот приложенное усилие для того, чтобы ты достиг какой-то точки по расстоянию. То есть действие – это усилие, которое прикладывается для того, чтобы ты вот выправил свой курс, выправил направление, а работа – это именно по расстоянию. Так вот, теперь мы переходим к вот этим вот вопросам вот, знания и понимания. Да? То есть мы говорили тоже, что знание является работой, а понимание является, ну, таким вот, то есть улучшение понимания, оно является, так, то есть немножко не так, точнее, надо сказать. Вот. Надо сказать так, что понимание это корректировка нашего направления. Если мы лучше понимаем, значит, тогда у нас выше вот этот коэффициент полезного действия. Да. Мы Мгм. тогда больше, качественнее используем вот эту вот энергию свою, которую мы используем для движения для своего. Для движения. Знание является количеством, которое мы как бы наполняя вот это вот знание, то есть оно наполняется чем это знание? Оно наполняется нашим личным участием. Чем больше мы лично участвуем, тем больше мы знаем. Вот какой интересный вопрос, закономерность такая. А Мгм. чтобы мы лично участвовали больше, мы должны для этого больше понимать, то есть корректировать свои действия, то есть прикладывать усилия на свое сознание, чтобы корректировать действия. Поэтому четко прописывается вот эта такая стандартная методика или процедура. Значит, говорится, что существует два вида знания или познания. Это вот виде и овидие. Мгм. Овидие – это что такое? Овидие – это понимание в каких-то материальных вопросах, вот, для того, чтобы ты как-то начал действовать более эффективно, использовал свой материальный ресурс, материальную энергию. А виде – трансцендентальный метод познания, который корректирует твое сознание, то есть корректирует твое действие через корректировку понимания. Виде. То есть ты корректируешь свое духовное понимание, и таким образом, когда начинаешь понимать, кто такой Бог, каково его место в иерархии, вот, и каково твое место, вот ты начинаешь вот этот вот вектор сознания поворачивать к нему. Вот так вот, можно сказать.
И тогда уже ты можешь в полной степени всю свою энергию личностного участия или вот это бхакти, самоотвержение свое, усердие свое, тогда ты можешь в полной степени все принимать. Когда у тебя есть вот эта кондиция какая-то, ты говоришь, я вот хочу, может быть, даже и Богу служить, вот, но с какими-то своими условиями, да, что ты мне давай предоставь там денег кучу, там предоставь мне там, и тогда я тебе буду служить. Господь говорит, хорошо. Говорит, хорошо, пожалуйста, вот я тебе предоставлю, но только учти, что как ты только вот какие-то мне условия предъявляешь, условия какие-то, да, это говорит о том, что ты мне не доверяешь и в меня не веришь. И поэтому, как ты только что-то рот открыл, сказал, я хочу вот так, условия Богу поставил, тебя мгновенно на тебя одевает вот этот вот поводок, как на собаку, да, такой, причем жесткий поводок, в виде вот этих вот модусов или веревок, вот этих вот гун материальной природы, одевает, чтобы ты не убежал куда-то, да, не туда. И вот в этой связи, вот с точки зрения закона физики, вот есть такие понятия, как коэффициент полезного действия или сопротивления. Это две противоположные вещи, да. Чем больше коэффициент полезного действия, тем меньше сопротивления, и наоборот. Вот поэтому понимание, оно является ключевым. С чем это связано? Потому что у нас есть свобода выбора действия, и при этом мы обязаны здесь работать, да. Для этого, вот, поэтому нам и нужно это тело, потому что мы через вот это материальное тело, мы используем этот ресурс, работаем, используя вот этот ресурс материального тела и время. Мы обязаны, то есть мы никуда, мы не можем сказать, что все, я не хочу работать, не хочу никуда энергию тратить ни на что, да. Вот. Ну, тебя просто переместят в другое место. То есть это вот является как раз основой ответственности. Вот как ты используешь свою энергию по назначению или не по назначению. То есть энергия, потраченная мимо цели, по какой-то причине, мимо цели. То есть две причины бывают. Либо отсутствие понимания, то есть ты что-то делаешь и не понимаешь, что ты делаешь. То есть коэффициент полезного действия становится очень низкий от этого. И поэтому включаются вот эти вот низшие гуны, вот это игнорирование и влечение. Тебя начинают вот влечь куда-то, увлекать куда-то, куда тебе и не надо совершенно. Вот. И поэтому на тебя, вот, тебе держит вот этот поводок. Вот. А для того, чтобы выправить, ты должен, как вот в больнице, да, вот какие-то процедуры соблюдать, какой-то дисциплине следовать, каким-то стандартным правилам лечения. Тогда тебе этот поводок, ну, ослабевает, да. И когда увидят, что у тебя вот этих вот нету кондиций, да, то есть вот этих условий, которые ты Богу предъявляешь, тебе скажут, хорошо, давай. Вот теперь ты, как говорится, мокшу получил, да, вот тебе, как говорится, поводок себя сняли, все, теперь ты дальше уже сам занимайся вот этой вот вигьяной. Сначала два таких вот первых момента, видия, авидия, бок о бок, а потом наступает, когда ты уже вот именно достиг вот этой стадии мокши, тогда ты уже начинаешь заниматься вот этой вигьяной, то есть в непосредственной связи, в непосредственном контакте с Богом напрямую. То есть слыша его, понимая его и видя его. То есть вот так вот. То есть вот это вот слышание и видение, оно позволяет тебе вот таким вот образом. Тогда уже Кришна включается вместо модуса влечения, или как его называют, раджас, тебя влечет куда-то без понимания, что ты хочешь сделать, в соответствии с твоими условиями, которые ты поставил, то тогда тебя жестко пытаются остановить. И тогда включается сопротивление. Это так же, как вот, например, если ты не туда руль повернул, как вот едешь где-то по дорогам, ну, не знаю, вот в Америке так система работает. Обочины дорог, они специально там такие сделаны, выбоины специальным таким устройством. Автострад я имею в виду, что ты, если где-то едешь по крайней вот этой правой полосе и начинаешь съезжать на обочину на большой скорости, во-первых, ухабы так называемые, то есть машина начинает такой рев издавать, такой от этих от ударов, от вот этих вот по дороге. Ты проснешься, если ты заснул. Машина начинает терять скорость, то есть начинает возникать сопротивление, и тебе как бы говорят, что вот, парень, ты съехал, да, с дороги, могут быть последствия. Если ты никак на это не отреагировал, значит, тогда ты можешь улететь и убить себя. Вот так. То есть материальная природа, она в таком же точно режиме работает, она, когда ты начинаешь вот из-за своих тупостей, да, вот, и вот этого игнорирования, режима игнорирования, ты пытаешься куда-то съехать,
Или говоришь, Мгм. да, вот я считаю, так это правильно, потому что это мои условия, я их создал, я их сотворил, вот эту кондицию. Я. Кришна говорит, да нет проблем, вот, пожалуйста, но только смотри, чтобы ты никуда не убежал дальше, так сказать, вот. Не съехал совсем и не убил себя, я тебе поэтому вот поводок. Вот. И даже смотрите, по законам физики, если вы помните, вот смотрите, вот что такое коэффициент полезного действия? Это мощность, да? Мощность, например, какого-то устройства, что там? Напряжение, умноженное на ток, да? Да, это Мощность. количество э, полезной энергии к количеству затраченной энергии. Да, коэффициент полезного действия, да. Да, Вот. коэффициент полезного действия. Вот. А что такое сопротивление? Это наоборот. Наоборот. Понимаете, Да. действие, поделенное на работу, вот, становится, является сопротивлением. Напряжение на ток поделили, получается сопротивление. Мгм. То есть, что выступает в роли сопротивления здесь? Выступают реакции, именно вот эта сила противодействия. Материальная энергия, когда ты едешь не туда, она тебя назад корректирует, да, то есть она тебе не позволяет. Говорит, ты не туда пошел. Нет, говоришь, нет, я туда пошел, потому что я так считаю, когда в слепом состоянии ты не слышишь. Ты Мгм. включен в таком, в автономном режиме. Это вот как на примере осла. Осел, вот он, допустим, вот идет за морковкой. Вот у Мгм. него включается вот этот вот модус влечения. Как бы не понимает, что кроме морковки еще есть трава под ногами. Вот. Но ему хочется туда вот, за морковкой идти. И Мгм. он просто не понимает, что эту морковку он никогда не достанет. При этом он кружится по кругу, ходит вот на этой палке, да, привязанный. И вращает там какую-нибудь мельницу или что-то еще, да, вот чтобы, главное, чтобы вот это движение создавалось, вот материальная природа, вот она вывешивает морковку таким вот образом, за которой ты, вот. А у тебя есть вот эта вот кондиция так называемая. Я хочу жить сам по себе, самое главное, чтобы у меня морковка висела перед носом. Вот что такое кондиция. И Господь тебе говорит, пожалуйста, он. И до тех пор, пока ты от этой кондиции не избавишься сам добровольно, да, корректируя свое вот это понимание, не вкладывая всю свою энергию в Бога, ты так и будешь вот ходить как вот по кругу, да, вот круговорот рождения и смерти называется. Вот за какой-то собственной идеей, одержимой собственной идеей. Получить удовольствие от этой съеденной морковки. Хотя тут, когда тебе дается свобода, ты можешь получить гораздо больше. Ну так вот, действие и работа, еще раз я повторю, вот под конец, действие это то, что мы, значит, прикладываем усилия для корректировки нашего курса, направления, прежде всего сознания нашего. Вот на что наше сознание, вот как энергия, как бы так нацелена, на что, на какую цель. И работа это вот именно усилия для того, чтобы позволяющие преодолеть расстояние. Вот и все. Если коэффициент полезного действия, вот этот вот наша вот действенность или эффективность высокая, то значит тогда сопротивление минимальное становится. У нас больше шанса, как говорится, вот прийти туда, куда мы задумали. Вот так. Но при этом вот эта цель должна быть определена как духовная. Вот тогда становится понятна цель, какова цель вот этой духовной практики. Корректировка нашего сознания с помощью действий, потому что у нас есть свобода действий. Ну вот, наверное, вот это и все. Хорошо, спасибо. Итак, до следующей встречи. Всего хорошего. До свидания.